Ребята, всем привет! Хотите в своих занятиях на любом музыкальном инструменте выйти на новый уровень и увидеть значительные улучшения? Не обольщайтесь, если вы не готовы заниматься своими ошибками так же, как и своими успехами. Десятки тысяч людей на планете берут уроки фортепиано и запоминают мало или вообще ничего. Потому что важны не только занятия, но и осознанность этих самых занятий, постоянный самоанализ, чтобы сосредоточиться на своих слабых местах, а не просто дурачиться и играться, пользуясь своими сильными сторонами. Ведь практика, направленная на устранение слабых сторон, является лучшим, чем просто количество часов, которые вы типа занимались. Это как читать детские комиксы, но везде трезвонит, что вы, мол, такой вот литературный критик и книжный червь. Какой-то двуличный подход, ведь вы любите только атмосферу в таком случае. Ну и эффект от игры для удовольствия и повторения того, что вы уже знаете, это не обязательно то же, что и эффективный выход на новый уровень. Чем я больше развиваюсь, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Круги Зенона какие-то. Чем больше радиус знаний, тем больше окрестность, незнания и чувства. Что я делала все это время и почему до меня это не доходило. А еще мне кажется, что музыка по масштабу, по охвату своему сравнима с философией, ведь она также соткана из противоречий, поэтому она полностью непостижимая наука. Но если не зацикливаться только на музыке, то у любого человека, творческого человека, есть какая-то своя глобальная цель, и она может стать целью его жизни, если он болеет ею, если он горит ею. Сегодня, в преддверии Нового года, давайте поговорим с вами о творческой, достойной цели, которую вы выбрали, ради которой вы, как творец, и испытываете все эти муки творчества. Ну или не испытываете, кому как повезет. И ни слова о фортепиано. Итак, 40% нашей жизни, которые именуются свободным временем, составляют на каждого человека в среднем по 28 лет. На что уходят эти годы? Телевизор, соцсети, прокрастинация. Сколько больших целей может быть достигнуто за это время? Конечно же, идущий к своей цели человек, чтобы успеть выполнить огромный объем работы, все свое время должен тратить только на дело, постепенно превращаясь в фанатика. Но он остается человеком, как ни крути, и должен удовлетворять свои какие-то общечеловеческие потребности. Есть, спать, иметь семью, друзей, какие-то хобби, он должен читать литературу, он должен слушать музыку, зарабатывать на жизнь в конце концов. А в сутках всего 24 часа. И если 23 часа будут потрачены на развлечения, еду, сон, то на продвижение к цели останется ровно 1 час. Поэтому единственный известный инструмент для разрешения этой проблемы – это, безусловно, планирование. Итак, к чему мы идем? К тому, что творческий режим доступен каждому человеку. Для этого надо сначала выбрать достойную цель, а потом уже план. Этим давайте сейчас и займемся. Итак, дать абсолютно полное определение достойной цели – задача сложная, но есть основные критерии. Цель должна быть новой или недостигнутой, либо новыми должны быть средства достижения. Цель должна быть общественно полезной или положительной, направленной на развитие, или положительные результаты цели должны быть глобальными. Цель должна быть конкретной, не просто какие-то общие благие намерения, а определенная задача, к решению которой можно приступить хоть сегодня. Цель не должна быть узкой. Надо видеть надсистему, наднадсистему и так далее. Выбранную цель можно назвать эквивалентом собственной жизни. Поэтому масштаб предполагаемых результатов будет характеризовать и цену, в которую человек сам оценивает себя. Ведь на достижение цели тратится время собственной жизни, а время нашей жизни ограничено. Значит, ограничено и число целей, которые нам удается достичь. Новая достойная цель может опережать время. Настолько, что зачастую воспринимается окружающими как еретическое.
Достойная цель или полученные результаты обязательно должны казаться еретическими, ведь степень вот этой самой еретичности, если можно так выразиться, определяет дистанцию от общепринятого уровня знаний до поставленной цели. И если цель или результаты не воспринимаются как ересь, это показатель того, что результаты ваши не революционны. К слову, также еретичность характеризует, кстати, не саму цель, а именно отношение окружающих к этой цели. Именно поэтому при достижении достойной цели или какой-то ее части, как правило, отсутствует конкуренция. Это обеспечивает многолетнюю работу вашу без спешки. Достойная цель должна быть независимой от сложного, от дорогого или вообще какого-то либо дефицитного оборудования. Потому что такое может быть только у большого коллектива разработчиков. Революционные цели начинают разрабатывать, как правило, в одиночку, на коленке. Поэтому надеяться приходится лишь на себя. И такая независимость позволяет работать при любых обстоятельствах. Выбирая достойную цель, надо стремиться к тому, чтобы цель была явно вам не по силам. Чтобы она превышала возможности и способности человека, который за нее берется. Это не означает, что цель останется недостигнутой, но достижение такой цели – это битва, которую человек должен выиграть. Цель наша понятна. Теперь давайте составим план. План достижения поставленной цели. Ну а подкреплять собственную программу вы будете большой работой уже самостоятельно. Итак, первое – это создание информационного фонда и его анализ, то есть, другими словами, это образование. Или старый ваш фонд – это тоже хорошо и плохо. Хорошо, потому что не надо начинать с нуля, а плохо, потому что старый фонд построен по старой системе. И это накладывает какую-то определенную психологическую инерцию. Ведь старая система, она построена уже на отработанном принципе, а новые исследования состоят как раз в том, чтобы создать какую-то новую концепцию. А она не может быть построена на старой организации материала, как вы понимаете. Если необходимо все же, чтобы старый фонд заиграл новыми красками, его и обработать в таком случае надо иначе. Для успешного продвижения надо быть здоровым. Речь здесь идет о профилактике здоровья, позволяющей обеспечить вам здоровую и высокую работоспособность. Изучение языков – это тоже необходимо для чтения литературы по интересующему вас вопросу, ведь иногда придется изучать материалы на других языках, на незнакомом языке, не дожидаясь, пока там через десятилетия, может быть, когда-нибудь переведут. Обязательный элемент – это самоотчет, это контроль выполнения, контроль темпов продвижения к цели. Необходимо знать вам, сколько часов в день вы тратите на ваше дело, а сколько времени вашего пропадает впустую. Необходимое качество творческой личности – это большая работоспособность по, соответственно, осуществлению намеченных планов. Тут надо исходить из максимума возможностей человека, из 15-часового творческого дня. То есть 15 часов ежедневной работы. Да, это каторга, но творческий труд человеком избирается по доброй воле. Нельзя 15 часов в день добровольно заниматься каким-то нелюбимым занятием. Переход к творческому ритму жизни возможен только тогда, когда работа превращается в потребность. Обычно мы живем по схеме какой? Работа, деньги, удовольствие. Но творческий стиль жизни предусматривает сокращение этой схемы до творческая работа, удовольствие. Следующий пункт – это обстоятельства. Ведь когда речь заходит о нашей творческой работе, мы часто ссылаемся с вами на не те обстоятельства. Обстоятельства, они всегда не те. Всегда не те, и воспринимать это, наверное, нужно как их неотъемлемое свойство. У нас нет времени, мы все время спешим, у нас масса забот, поэтому в торопях нам просто уже, знаете, некогда бояться
творческой смерти. Следующий пункт. Общество часто бывает не в состоянии оплатить человеку эквивалентно за его творчество. Но свой эквивалент человек все же получает, расплачиваясь с собой сам, своим ощущением совершенного долга, который принесет счастье людям. Эффективность любой машины мы можем с вами вычислить с желаемой точностью по ее КПД, по ее экономичности, по каким-то другим параметрам. А вот эффективность произведения искусства определяется лишь косвенно, и то только через время. Помнят, значит хорошее произведение. Не помнят, прямых доказательств нет. Часто бывает так, что вольно или невольно создается миф о счастливчике в науке или искусстве. Например, стоило Ньютону случайно сесть под деревом, как на голову ему волшебным образом упало яблоко, и он открыл свой физический закон. Вот как все просто, да? Архимед залез в ванну и открыл закон Архимеда. Тоже все легко, надо только случайно что-то сделать, и вот тебе открытие. Но проходят годы, проходят десятилетия, и умный человек все же убеждается в слишком большой условности всех этих «если». Убеждается из своего личного опыта, а умнейший из чужого. А убедившись, он бросает свои занятия. И вот мы теряем с вами еще одного претендента. Чтобы серьезно заниматься большим творчеством, надо несколько лет серьезно не заниматься ничем другим. А за это время естественным образом происходит дисквалификация в других областях. Ну а что делать? В итоге обратного пути практически нет. А если человек все-таки наконец понял, что он забрел не туда, путь этот не его и нет возможности ему отступить, он превращается в ремесленника. Прекрасный, кстати, выход. И, наверное, имеет место быть, потому что возможный великий художник становится рисователем заказных портретов. Но, чтобы не стать как все, не сдаться, человеку необходимо умение держать удар. Но тогда в глазах общества он опять-таки становится склочником, скандалистом, и круг опять замкнулся. Многие из вас слышали про правило 10 тысяч часов, чтобы стать специалистом в любой области. Ну а как же гений, да? Ведь молодой Моцарт мог запомнить произведение, прослушав его всего один раз. Но, знаете ли, Моцарт к 6 годам уже имел за плечами 3500 часов работы. Так что его музыкальная память, она хоть и впечатляет, но все же она как-то объяснима. Вообще, пример Моцарта – это еще одно доказательство того, что гений – это прежде всего экстремальное напряжение индивидуальных способностей, это непрекращающийся труд, рассчитанный на века. Это все вопреки непризнанию, вопреки безразличию, вопреки презрению, вопреки нищете, которых вдоволь вкусили, кроме Моцарта, и Рембрандт, и Бетховен, и многие другие. Да, он гуляка праздный, Моцарт, как его называли современники на самом деле. Он не знал, что такое отдых, он страстно работал, создавая в уме свои музыкальные произведения. Записывать их он, кстати, мог даже болтая с друзьями, откуда и пошла легенда о легкости его творчества. Но материально он процветал только благодаря своему импресарио, своему отцу. Но как только отец умер, Моцарт именно благодаря своей вот этой вот творческой одержимости быстро дошел до нищеты. Это, конечно же, исключительно частная иллюстрация, способность к творческой самобилизации, когда творцам нет дела ни до чего, кроме их достойной цели. Остальное решают за него. В жизни же чуть-чуть по-другому все происходит. Энергоресурсы, которые могли бы быть потрачены на творчество, расходуются на добывание каких-то бытовых благ, денег, например. И возможные творцы могут просто быстро перегореть, так ничего и не успев. И на этой нотке с грустинкой давайте закончим.
Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам достижения ваших поставленных целей, дальновидных идей и гармонии. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу, и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!